Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о самом простом типе костров. Он в разных источниках называется по-разному, но одно из названий – простой таежный костер. Сейчас мы попробуем развести такой тип костров, ну и попробуем вот сырое полежка я нашел, и попробуем его здесь сжечь. Разжигать можно абсолютно любым доступным способом. Можно разжигать в одном месте, можно сделать несколько очажков, допустим, там 2-3. Ну, сейчас посмотрим, насколько у нас хватит растопки. Сделаем 2 или 3 очага, а потом уже как бы остальной костер. Значит, в качестве растопки будем использовать бересту. Вот, а береста вполне подходит даже на сырых, даже на влажных березах, абсолютно хорошо подходит для растопки в любом своем состоянии. Вот. А в качестве дров для растопки используем нижние ветки елок и сосен. Растопку никогда не надо экономить, лучше насобирать ее побольше, чтобы с первого раза все хорошо у вас загорелось. Не пришлось потом еще раз бегать, искать чего-то. Один раз сходили, потратили лишние 5-10 минут, нашли сухие хорошие веточки. Ну, сначала, как обычно, укладываем веточки потоньше, сверху потолще. Можно сначала зажечь бересту, потом уже подкладывать. В качестве розжига используем бересту. В данном типе костров можно использовать абсолютно любого диаметра, любой длины. Дрова накладываете, ну, скажем так, какой-то, ну, можно сказать, кучей. И уже по количеству дров одновременно, которые лежат, регулируете количество тепла, которое этот костер производит. Вот сейчас, ну, видно 2 очага у нас таких явно выраженных. Сейчас пройдет немного времени, огонь разойдется на все дрова по всей площади. Вот, костер жаркий, дает много тепла, много света, огня. То есть вот уже, хотя он только буквально прошло там пару минут, уже стоять близко уже жарко становится, то есть приходится отходить на какое-то расстояние. Самый элементарный костер, не требующий каких-то специальных знаний, не требующий инструментов, можно успеть за эти золотые 5-10 минут, пока руки совсем еще не окоченели, пока еще могут держать спички. Быстренько наломали стоячих сушинок, сложили, быстро у елки обломали нижние веточки, подожгли, и все, уже дальше уже как бы роли не играет, уже все тепло, уже все разгорелось. Да, какой-то существует определенный перерасход дров, вот, потому что, ну, горит одновременно большая площадь, большое количество древесины. Но зато на, скажем, час вы обеспечены теплом, за этот час уже 100% сможете отогреться, уже как-то решить проблему с одеждой и уже дальше спокойно заниматься заготовкой более толстых дров, если там есть возможность. Нет, наломали еще таких же, сверху докинули, и вполне можно дальше сушиться, готовить еду, кипятить чай. Большой плюс, что вот в этот костер уже сейчас практически вот только разожгли, можно использовать в качестве дров валежник, какие-то полугнилые. Вот я нашел, вот у меня даже не нашел, не искал, она просто рядом валялась под ногами. Вот гнилая, трухлявая практически, вот видно по коре, что она
рассыпается, то есть это валежина, которая лежала, вот заплесневелая какая-то вся. То есть явно сырая, ну, сырая какая-то палка. Мы ее положим в костер, и она также вполне нормально сгорит вместе со всеми этими дровами за счет того, что температура очень большая, и дерево будет успевать высохнуть и сгореть, дальше гореть вполне нормально. Ими же, опять же, можно несколько отрегулировать пламя. Бывает, что очень жарко, там не подойдешь, если вы готовите какую-то еду. Положили 2-3 бревнышка влажных, огонь немножко подуменьшится за счет снижения температуры, то есть пока они разгораются, то есть можно будет удобно подойти, поставить там котелок, как-то сварить, там, помешать суп, который у вас варится, ну или что-то еще. Ну, прошло около часа, то есть вот, ну, скажем, наши дрова прогорели процентов на 60. Ну вот, как бы теперь, ну, примерно понятно, что вот данного количества, данной закладки дров, что мы сначала положили, хватит, ну, где-то примерно на час. Ну, вроде кажется, что мы за час сожгли такой большой объем, которого там в каких-то более там маленьких, более экономных кострах его бы хватило гораздо надольше, да. Но то количество тепла, которое нам было необходимо именно сразу, быстро и ну, одномоментно, скажем так, мы получили. Теперь дальше уже мы согрелись, переоделись, высушили одежду, и уже можно, ну, если есть необходимость, экономить каким-то образом наши дрова, наши ресурсы. Если нет необходимости, да, можно дальше так подкидывать, греться, то есть в комфортном состоянии сидеть там у костра, травить байки. Да, ну уж раз тут костер у нас прогорает, не забываем о пожарной безопасности. То есть если мы уходим откуда-то с места стоянки, с места, где разводили костер, необходимо его тщательно затушить, то есть или дождаться прогорания полного, чтобы не осталось каких-то горящих, дымящихся головешек, залить водой, забросать снегом, землей. Достаточно бывает раздвинуть бревна, если они еще полностью не прогорели, пока какие-то приготовления к отходу происходят, складываются палатки, собираются, все равно проходит какое-то время, около там часа. Как правило, бревна разложенные, раздвинутые друг от друга, они затухают сами, то есть и не требуется даже каких-то действий, чтобы их потушить. Но как бы в этом надо обязательно убедиться, проверить, что нет тлеющих никаких, там угольков не осталось, затушить и только после этого уходить с места вашей стоянки, с места, где вы разводили костер.